Начало Великой Отечественной войны для всех наших городов и деревень сопровождалось зловещими бомбардировками немецкой авиацией. Не стал исключением и город Новый Буг, на который в июле 1941 года гитлеровскими стервятниками был сброшен смертоносный груз и в котором жила 17-летняя Дуся Завалий. В тот момент она работала в поле, но, услышав свист падающих бомб с последующими многочисленными гулкими взрывами, не помня себя от страха, со всех ног бросилась домой. Недалеко от своего дома она услышала чей-то стон и, обнаружив раненого пограничника, затащила его к себе в дом, стала его выхаживать. Управление НКВД пограничных войск летом 1941 года перебрасывало своих бойцов для охраны тыла. Одна из колонн попала под немецкие авиаудары в районе Нового Буга. Многие из раненых выжили только благодаря помощи местных жителей, таких как Евдокия Завалий. Тогда еще ничего не предвещало, что молодая девушка станет на военный путь, пройдя его с августа 41-го в качестве молоденькой санитарки по май 1945-го, став единственной женщиной за всю историю Великой Отечественной войны командиром взвода морской пехоты. Именно ее, Дуськин взвод, наводил ужас на солдат противника, которые прозвали командира морпехов «Фрау Черная Смерть». В начале августа 1941 года немецкие войска вплотную приблизились к Новому Бугу. Большинство населения уходило с Красной армии. Дуся отправилась в штаб 96-го кавалерийского полка с просьбой взять ее на военную службу. Командующего она не застала, а его заместители над школьницей посмеялись. Но Завалий обладала упорным характером. Дождавшись возвращения командующего, она рассказала ему, что уже выходило несколько раненых. Девушка убедила взять ее санитаркой, одновременно соврав, что ей уже 19. Несмотря на все усилия по обороне города, 14 августа 1941 года Новый Буг был взят немцами. В ходе отступления войска 18-й армии отошли на левый берег Днепра. Вместе с 96-м полком Евдокия Завалий отправилась на восток, вытаскивая в процессе перехода раненых бойцов с поля боя. В одном из боев, когда Евдокия вытаскивала бойца, по ним открыли огонь, и тогда Завалий впервые в жизни взяла автомат раненого и начала отстреливаться. Тяжелый ППШ выскакивал из рук девушки, а пули летели мимо цели. Тогда ей повезло, вовремя подошла подмога. Но Дуся поняла, чтобы выжить, надо научиться стрелять. И вскоре овладела пистолетом, карабином и даже научилась пускать меткие очереди из пулемета. Увидев это, командование перевело санитарку в мотострелки. Первое задание, которое получила в новом качестве рядовая Завалий, готовиться к переправе через Днепр. К концу августа 1941 года танки и пехота немецкой группы армии Юг стремительно двигались на восток. Чтобы остановить их, Красная армия переправляла войска Южного фронта на правый берег Днепра и выстраивала там оборону. Именно в это время 96-й кавалерийский корпус 9-й армии, в котором служила Евдокия, переправлялся через реку в районе острова Хортица. Девушка уже сходила с понтонной переправы на берег, когда в небе появились самолеты Люфтваффе и посыпались бомбы. Завалий ранила осколком в живот. От резкой боли зазвенело в висках, и Евдокия потеряла сознание. Очнулась в госпитале возле Туапсе и узнала, что едва не умерла. Врачи еле успели спасти. В конце 1941 года, когда швы на животе затянулись, Евдокии разрешили прогулки. И она ежедневно ходила к железнодорожной станции Курганная, выспрашивая новости с фронтов у бойцов, охранявших эту станцию. Курганную часто бомбили. Один из налетов начался, когда Евдокия в очередной раз пришла на станцию. Девушка успела спрятаться в кювете возле путей и оттуда увидела, как неподалеку осколком ранила офицера. Завалий только начал восстанавливаться после операции, поднимать тяжести ей было категорически запрещено, но не задумываясь, девушка бросилась к истекающему кровью и оттащила его в безопасное место. За этот геройский поступок Евдокия Завалий была награждена орденом Красной Звезды, а через несколько дней прямо в госпитале ей было присвоено звание сержанта.
Из воспоминаний Евдокии Николаевны. После госпиталя я попала в запасной полк, который располагался в станице Горячий Ключ. Всех раненых из медсамбатов, госпиталей, эвак-госпиталей отправляли сюда. И я подала справку, выданную мне в госпитале, в которой кратко было написано «Завалий Евдок Ник». Тогда зовет меня капитан 3-го ранга и говорит: «Это что, Евдоким Николаевич?» Я говорю: «Так точно». Так, под именем Евдокима Завалий девушку зачислили бойцом 6-й десантной бригады морской пехоты. Почти 8 месяцев Евдокия выдавала себя за мужчину. По ее воспоминаниям, самым страшным был поход в баню. Чтобы не идти в помывочную вместе с остальными бойцами, она себе расцарапывала до крови лицо. И пока Евдокия обрабатывала раны, товарищи успели помыться. И тогда девушка пулей залетала в баню до того, как появятся бойцы из других подразделений. Вскоре бригада отправилась на передовую. В плане немецкого командования в соответствии с операцией «Эдельвейс» предусматривался захват Северного Кавказа, окружение советских войск под Ростовом и далее посредством стремительного броска с одной стороны захват Новороссийска и Туапсе, с другой – захват Баку и Грозного. В августе 1942 года немцы заняли город Горячий Ключ и планировали не сбавлять темп наступления, а двигаться дальше на юг, к Туапсе. Главным направлением атаки была выбрана долина реки Псикупс. На берегу Псикупса 17-ю немецкую армию встретили бойцы 6-й бригады морской пехоты, в составе которой сражалась сержант Завалий. После 2 дней ожесточенных боев Евдокия со служивцами оказалась отрезана от основных сил. 7 суток морпехи в ожидании подкрепления героически удерживали позиции. К началу 1943 года наступление немецких войск на Кавказе было остановлено. На Северокавказском фронте наступила оперативная пауза. Это было вызвано весенней распутицей, многие полевые аэродромы не действовали, и немецкое командование приняло решение о создании глубоко эшелонированной обороны. Ключевым пунктом центральной части обороны являлась станица Крымская, где пересекались грунтовые и железные дороги, которые соединяли с Новороссийском и Таманью. 4 апреля 1943 года войскам 56-й армии, в которой служила Завалий, поставили задачу освободить станицу, и в 9 часов утра началось наступление. В самом начале стремительного броска морской пехоты осколком ранило командира взвода, в котором служила Евдокия Николаевна. Бойцы остановились в замешательстве, но тут Дуся поднялась во весь рост и, громко скомандовав «в атаку», увлекла в бой остановившихся морпехов. За свою отвагу Евдокия снова чуть не поплатилась жизнью. Авиабомба разорвалась буквально в нескольких метрах от девушки. Она получает ранение и оказывается в госпитале, где выясняется, что это не Евдоким, а Евдокия, женщина, которая выдавала себя за мужчину. Благодаря безупречному послужному списку командование ее не наказало, а вместо этого направило на курсы младших лейтенантов в 56-ю отдельную Приморскую армию, которая базировалась в только что освобожденной станице Северская. Во время обучения Евдокия подает заявление с просьбой принять ее в ряды коммунистов. И через 3 месяца курсов, в октябре 1943 года, коммунист, младший лейтенант Евдокия Завалий, возвращается на передовую командовать взводом отдельной роты автоматчиков 83-й морской стрелковой бригады. На первых порах вокруг посмеивались – Дуськин взвод. Но вскоре на смену иронии пришло восхищение. Меньше чем через месяц после назначения на командную должность Евдокии пришлось участвовать в самой крупной за все время войны десантной операции – Керченско-Эльтигенской, которая началась 1 ноября 1943 года. Бригада морпехов высадилась успешно, бойцы действовали мужественно. Евдокия понимала, что она теперь пример для своих бойцов. Отчаянная смелость этой 19-летней кому-то могла показаться безрассудством, но подчиненные, все как один старше своего командира, не могли не восхищаться ею и всячески старались беречь. После высадки десанта в Крыму немецкие войска, которые до этого готовились к отступлению, получили приказ во что бы то ни стало удержать полуостров. Это было личное указание Гитлера. Гитлеровцы начали спешно перебрасывать в район Керчи подкрепления и предприняли ряд мощных контратак.
Командующий 11-й немецкой армией фельдмаршал Манштейн танковой дивизией вдоль побережья, прорвав оборону Красной армии, устремился к десанту с целью сбросить его в море. Но планы противника вновь разбились о мужество и самоотверженность красноармейцев. Однако выполнение задач советского десанта замедлилось. Вместо того, чтобы перейти в быстрое наступление по освобождению Крыма, 36 дней и ночей воины удерживали этот огненный плацдарм на крутом морском берегу. Приказом номер 1 от 8 января 1944 года по 2-й гвардейской краснознаменной Таманской стрелковой дивизии командир стрелкового взвода 6-го гвардейского стрелкового полка гвардии младший лейтенант Завалий была награждена орденом Красной Звезды за то, что в боях за станицу Крымская 27 марта 1943 года, уничтожив 2, взяла в плен 3 немецких солдат, и за то, что 4 декабря, командуя взводом, взяла высоту 71,3 Керченского района Крыма, уничтожив до 9 солдат противника. 7 мая 1944 года Евдокия Завалий со своим взводом в составе 83-й бригады морской пехоты и другими подразделениями Приморской армии при поддержке бойцов 4-го Украинского фронта начали штурм Сапун-горы. В этом 9-часовом бою младший лейтенант Завалий лично подорвала вражеский дзот, уничтожив при этом весь находившийся там пулеметный расчет. А далее, ворвавшись в траншеи противника, забросала гранатами станковый пулемет и 2 ротных миномета, уничтожив при этом 10 гитлеровцев. За этот бой Евдокия Николаевна была награждена орденом Отечественной войны 1-й степени. Сапун-гора была взята. Это была последняя преграда на пути к освобождению Севастополя. Вскоре он был освобожден, а через несколько дней немцев полностью выбили с полуострова. 29 октября 1944 года Красная армия вплотную приблизилась к оккупированной немцами столице Венгрии, к Будапешту. Здесь окопалась крупная группировка противника, так как город был очень хорошо укреплен. Вокруг него был создан оборонительный обвод, который своими флангами упирался в реку Дунай. В жилых зданиях создавались многочисленные орудийные точки. Взять Будапешт было очень трудно. Бои за него продолжались много месяцев, но столица Венгрии оставалась неприступной. Тогда, в феврале 1945 года, командование отправило на подмогу 2-му и 3-му украинским фронтам морских десантников, в том числе и взвод с легендарной к тому времени фрау «Черная смерть», как прозвали немцы Евдокию Завалий за ее стремительные атаки. Морские пехотинцы из 83-й бригады получили приказ прорваться в штаб-квартиру фашистского диктатора Венгрии адмирала Миклоша Хорти, которая находилась в стенах средневекового замка. Все подходы были к нему тщательно заминированы. Бойцы взвода морской пехоты под командованием Евдокии Завалий обследовали прилегающую территорию и, обнаружив подземный канализационный тоннель, решили им воспользоваться. Из воспоминаний Евдокии Завалий. Шли очень долго. Сапоги полностью были в канализационных отходах. Блестели только на лице зубы и глаза. Остальное все было в этом зловонии. Коллектор то сужался, то расширялся. Вода местами доходила до горла. Мы услышали шум приближающейся волны. Это фашисты, почуяв неладное, сбросили в канализацию сточные воды. Нечистоты захлестнули всю группу. Было очень трудно. 2 матроса задохнулись в этой жиже. Пройдя по канализации к центру замка, морпехи предприняли вылазку на улицу. Бесшумно сняли охрану и двинулись к дверям к зданию. От неожиданности гитлеровцы почти не оказали сопротивления. Замок и прилегающие кварталы были взяты. За операцию в Будапеште Евдокию наградили орденом Красного Знамени. В боях за освобождение Европы Евдокия со своим взводом иногда за сутки поднималась в атаку по 8-9 раз. И так дошла до Чехословакии, где и встретила День Победы. Мы в День Победы обнимали друг друга, целовались, головные уборы подбрасывали вверх, плакали. Это что-то было необыкновенное, радостное. После демобилизации Евдокия Николаевна переехала жить в Киев. Именно тогда, когда уже наступила мирная жизнь, ужасы войны стали терзать ее. Долгие годы во сне она ходила в атаке, кричала так, что пугались соседи. Вот такой путь прошел этот человек. Стойко прошла, героически. Вынесла все на своих плечах.
Она своим примером показала, что лично для нее, для того поколения, победа была превыше всего. Евдокии Завалей не стало в мае 2010-го, за несколько дней до ее самого любимого праздника. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!